Ивица Чуляк, более известный как Сатана Панонский, родился 4 июня 1960 года в деревне Церич, недалеко от Винковца. В детстве он мало чем отличался от других шаловливых мальчиков. Более того, был примерным учеником. Он посещал среднюю школу в Винковцах, где выделялся своими литературными способностями как в стихах, поэзии и прозе, так и в различных рассказах. Он также выразил себя в своих сюрреалистичных рисунках. После окончания первого класса средней школы он претерпел радикальные изменения под влиянием жесточайших элементов панк-движения. На сцене Винковцы он появился в 1977 году под именем Кетчер 2. В 1980 году он стал вокалистом группы Погреб X под руководством Влада Сальдо. Чуляк начинает писать новые тексты, и именно тогда была создана песня «Терпи курво», которая позже вошла в постоянный репертуар Сатаны Панонский. На тот момент за плечами Чуляка уже были конфликты с законом. Он 3 месяца провел в исправительном центре в Липовице за уклонение от военной службы, а в 1977 году оказался в психиатрической больнице в Винковцах. Сейчас я немного отступим от темы и поговорим о названии, не побоюсь этого слова, фильма. Почему я назвал этот фильм именно Сатан Панонский, хорватский Джиджи Аллен. То есть кто-то может сказать, что это просто несравнимое и несравненное. Но я могу сравнить. И даже приведу цитаты его друзей. Например, Дарко Яркович утверждает о сходстве Джиджи Аллена и Сатана Панонского в статье «Измеджу разума и безумия». Тогда как, с другой стороны, ближайший соратник Сатаны Крыжич отмечает, что Джиджи Аллена и Сатану объединяет шокирование публики и панк. Но как артисты это совершенно разные миры. Причем Сатана Панонский более утончен и креативен, чем Джиджи Аллен, которого он описывает как неконтролируемого и агрессивного. Но насчет кто более талантливый можно спорить бесконечно, но то, что Джиджи Аллен более агрессивен, это уж точно. А самое страшное, что грозило тебе на концерте Сатаны Панонский, это быть поцелованным. Но на концертах Джиджи Аллена от этого тоже никто не был застрахован. Когда его коллеги и друзья говорят о прямых образцах для подражания, они имеют в виду акционистов. Художницу боди-арта Джину Пан, чьи плакаты он расклеил на стенах своей комнаты. А также он был знаком с творчеством Марины Абрамович, который оценил и с чьими работами мы находим связь
в использовании одного и того же символа – пятиконечной звезды, которую эта художница также вырезала на своем теле. Пентакль также является одним из ключевых символов сатаны Панонского. Независимо от того, вырезал ли он его на спине или вырезал его на других частях тела. Выступления, которые он проводил перед публикой, начинались с чтения стихов. Uključi mali divnu orijentu muziku, opići kupovima trbušnja, taktiku peder živi, alumujom zarija, kako se celenjom zemlje stavija, kurčinom miše, a očima doziva, meni se diže znoj, hvala obliva, joj erotike ko krasna soraja, poludjeću Bože goreni i jaja, zgodan moje mali sisama miće, drpte mi noge, znam vraga biće, žuzija, dođu ušli si grize, ne mogu više, rušene krize, sve brži ritam jezikome mali, kao da liče dođi sad smo sami, sve me stvari nema ni skoka, teška mi muda ko državna karta, sve je silovala britanska postoka, nadol se Потом шло несколько песен. Дальше начиналось представление, в которых он часто поджигал себя. Резал себя или вырезал на себе всякие символы, а также разбивал стеклянные бутылки о голову. Задня моя песня će biti oči u magli. Moje oči u magli, prilazite k meni, samo kroz tamu, nazire se tijelo, ronulo u magli, čutan me umjetnik drži u ramu.
objavljena javno, a vi gledate samo u oči. Promotrite malo organe moje, ne poznajete tijelo što me rodi. Vi gledate negdje, moje oči u magli, prilazite k meni, samo kroz tamu. Nazirete tijelo, ronulo u magli, čudan me umjetnik drži u ramu. Сатана Панонский объяснил суть своих выступлений. Одно из самых известных заявлений было сделано в интервью журналу «Глобус». Там он рассказывает об эстетике шока. «Я шокирую, чтобы освободить людей. Когда я шокирую их взглядом, я знаю, что они меня послушают. Когда они меня слушают, то это уже гипноз, безумие. Я в этом мастер. Совершенство, парализующее мозг. В эти моменты я освобождаю их, освобождаю от баррикад, воздвигнутых посредством образования и различных пыток, промывания мозгов. Позже, когда он возвращается домой, он снова тот человек из цивилизации со своими баррикадами. Но моя профессия – это разрушать баррикады». В своих воспоминаниях его коллеги часто подчеркивают разницу между Сатаной Панонски на сцене, публичным художественным существом и частным лицом. Такие слова нам говорит его соратник и друг Драгомир Крыжич. Наблюдая за ним, когда он выступает на сцене и за ее пределами, он во многом напоминал мне доктора Джекила и мистера Хайда. Вне сцены он спокоен, размерен и весел, не переусердствует в том, чем занимается. Он уделяет большое внимание личным проблемам друзей, которые его окружают. Однако, как только он собирается выступать, его восприятие мутирует, и он через секунду становится совершенно другим человеком. Полная противоположность всему, что вы видели за несколько часов до выступления. Гаран Баре и Зденко Франич выскажут такое же мнение о Сатане Панонски в документальном фильме «Очи у Магли». 29 ноября 1981 года, после ожесточенной ссоры на концерте Мэри Цитынич, Чуляк нанес мужчине 15 ножевых ранений, утверждая, что этот мужчина ранее приставал к его брату. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и должен был отбывать наказание в тюрьме Голи Отток, но в итоге оказался в тюремной больнице Поповачи. Он провел 9 лет в Поповачи, где ему поставили диагноз пограничное расстройство личности. Убийство оставило неизгладимый эффект на Чуляке. Ну что я буду вам рассказывать, если есть документальный фильм Милорада Милинковича, в котором он рассказывает о тех событиях. Da li je to sečenje neka vrsta pražnjenja? Je. Zašto? Koga? Pa, nagomila se bola u meni, patnje. I nekad nije dovoljno slikarstvo i crtanje, pisanje, čak ni razgovaranje sa ljudima. Nekad nije dovoljno da spreči eksploziju, moguću eksploziju. Nikad nisam mogao životinju da ubijem, recimo kokoš, svinju ili kravu, nešto. Ne bi nikad ni mogao, ne mogu to da uradim. A čovjek, ako nije čovjek, ako je puno zla u njemu i puno zla on drugima čini, i šta ja znam, smatram da je jedno stablo, recimo, bukve ili oraha vrednije od tog čovjeka, puno vrednije, jer ja kao čovjek ili ti od tog oraha imamo koristi jako puno. Evo, imaš plod, imaš drvo, možeš napraviti stolicu da sedneš, možeš da se ogreješ, možeš svašta. A od čovjeka koji je sav zao, potpuno zao, ti nemaš ništa, samo zlo. Od toga, šta ja znam, ja ne mrzim te ljude, ja ne mrzim one koji su mi radili o glavi, nikoga ne mrzim, ja ne znam mrziti. Kažem, mogu kazniti ako postoji neka, može se pod navodnike staviti naredba s polja, ne iz mene,
Ja ne želim nikoga kažnjavati, niti biti dželat, niti tužitelj, niti sudac. Ali postoje moja braća, moji roditelji, prijatelji koji su mi svetinje, koje obožavam, za koje bi dao život. Nekad nešto zbog njih moram učiniti. Što ja ne želim, ja ću učiniti, ne bi nikad učinio. Takve stvari mi se dešavaju u životu. Dobro, u zadnje vreme manje, ali... Mislim, nekad i u meni u trenucima agonije bilo volje za osvetom. Sad je to iščezlo. Mogu ja i sad napraviti nekog što je kajem to sankcije. To sam pričao, ali ne zbog sebe, ne zbog svoje želje za osvetom ili nekad. Vraćanje nečeg. To treba da mi kažem naredi neko strašno volim. I dobro, sad ja stalno došao kod nje i pitam nju šta hoće, rekao manjak, opet brat. Kaže ona, ne znam, kjer će meni već dovde, ako hoćete se tući, idite vam. Kao, ne mogu se ja s njim tući, neću, ali šta hoću, ti znaš. Ona kaže, pa popričaj ti s njim, pa će vidjeti sad, znaš. I ja dođem kod njega i malo pramenu ga putakšem. Sad to ima neki teatar sam ja imao. Pošto on mene ne poznaje, ne znam, ne sjećam mi se na like. Ono ja kažem, rekao, ja sam brat od Vlade, zašto ti njega stalno proganjaš? Zašto si kurva? Mislim, ja kažem to tako u teatrom. Kako kurva dolaziš iza leđa, razbiješ mu flašu u glavu, što sebe potučeš, ako već toliko ima u tebi to ludila i gnjeva, bijesa, šta, mržnje, ako moraš, pa onda izazovi ga licem u lice, a ne iza leđa, rekao kurva. On kaže, mali, a šta ti meni silu prosipaš? Rekao, ne prosipam nikakvu silu, tebi samo ti kažem, možeš se dogoditi zlo, nemoj to raditi. On je bio sa tim svojim hordom, najmanje bilo 10 kockara, ti se mafijaš, to teški. I on meni kaže, ajde sjedi, popit ćemo nešto. I zove konobara i naruči pivo meni sve. I ja, drago mi što je kao smirio se, i rekao, popit ćemo, ajde. Bilo mi drago. Tako ništa, ja mislim sve okej, sve je sređeno. Došao sam pričati s njim, kao mislim sad možda taj teatar moj ili moć govora će ga malo umiriti, šta ja znam. Sam došao da pričam s njim ljudski. I ja sam okrenuo tam glavu prema meni Cetinić da vidim, bez veze da vidim to. I opet vraćam glavu prema njemu i u tom trenutku on punom snagom šako mene razbija, udara me u nos i razbija. Meni odjednom nekakva svetlost, prava šta, to je samo bio trenutak totalnog afekta, kad instinkt jedino radi za samodržanje, kao životinja. Instinkt proradi i ja se sjećam da sam izvadio taj nož iz džepa unutrašnjeg, iz kaputa. I znam da sam skočio na njega, koliko, šta znam, cigar. Ali se ne sjećam uopće da sam ga ubao iti jednom, ništa to ne znam. Znam samo da sam vidio noža, da sam ga ubao, to više se ne sjećam. To trebalo par sekundi samo, možda 2 sekunde, nešto. Nekog čovjeka tamo, koji nema nikakve veze s tim, sam zakačio po ruci. Hajde napravimo tešku povredu kao tjelesnu, tako. Dobio sam 2 godine zbog toga isto. Zbog ovoga 11 svog ubojstva, to je onda na ujedinjenju kazne, je ostalo 12 godina. Tako, kažem, niti se ponosim s time, niti se stidim toga. Jednostavno, eto, to je valjda bio isto nekakav zadatak. Nekakva naredba s polja. Reci mi, Mislim, to je inače bio jedini trenutak u životu kad sam ja bio van kontrole razuma. Kad nisam imao kontrolu razuma, jedini trenutak u životu. Nikad više. Nikad ranije, nikad poslije. Kad sam probao iz vojske, to je bilo naivno. Kad sam, šta znam, napravio neki drugi eksces, dobro nek toliko ekstreman, isto sve je bilo namjerno, smišljeno, imalo svoj razlog. Также ранее в этом же фильме он говорил, что его брата, Владу Чуляка, посадили на 5 лет за соучастие в убийстве. Хотя, по словам Сатаны, он ничего не делал, а просто смотрел. По мере приближения войны пришло время Сатане присоединиться к армии. И давайте вспомним,
что он провел 3 месяца в тюрьме в Липовице за уклонение от военной службы. Якобы однажды на вопрос, почему он добровольно взял в руки винтовку, он ответил: «Мне плевать на хорватов и сербов, потому что я панк по национальности, но кто-то там хочет убить мою мать и брата, и они не смогут». Панк был его жизнью, его борьбой. Панк сделал из него бомбу замедленного действия. Его музыкальное направление изменилось. Последний альбом Чуляка, как ее панкер Браньо Хорватску, открыто обсуждает убийство сербов и пропагандирует применение насилия, против чего Čuljak раньше выступал. Pa volim, kako da volim sve ljude, ozbiljno. Ja ne znam mrziti, ne znam šta je to mržiti. Хотя сразу после этого он дополняет свою речь такими словами. Ne znam, nekad postoji zadatak i obaveze koje ja moram izvršiti. Mada ne želim to izvršavati, ali moram zbog drugih koje volim, a ne sebe. Возьмем, к примеру, песню «Белградский посолок». В принципе, нет никаких противоречий в словах Ивицы Чуляка. Началась война, ему стало страшно за свою семью и друзей. Немного изменил риторику в своих песнях. Перешел от чтения стихов в панк-стиле в политический панк, который был, в принципе, популярен в то время. Сатана Панонский умер 27 января 1992 года в Винковцах. И как вы думаете, как он умер? Как обычный панк, от передозировки наркотиков. Суицид. Его зарубил товарищ топором по пьяни. Нет, ничего из этого. Обстоятельства его смерти так и не были официально подтверждены, что дало благодатную почву для различных мифов и теорий заговора. Ходили слухи, что его убил сербский снайпер, что его убили члены его собственной роты, что он умер случайно. И одна из самых безумных историй о его гибели заключается в том, что он напал на танк, вооруженный шашкой. Наиболее вероятной является история о досадном происшествии, в которой верит и его брат, Влада Čuljak. Я не верю, что кто-то из его товарищей убил его, потому что они любили его, и он был добр ко всем. Кто бы ни просил его помощи, тот ее получал. Ивица никогда бы не покончил с собой, я в этом уверен, потому что я хорошо его знал. Я думаю, он поскользнулся, выходя из машины, и автомат выстрелил. Это был несчастный случай. Я накануне пришел в морг и увидел входную рану под подбородком возле горла и выходную рану на черепе. Последний раз мы встретились в кафе «Винковцы», но не было ни намека на то, что это была наша последняя встреча. Аналогичное рассказал Владимир Сальдо из группы Погреб X, который утверждает, что слышал эту историю от человека, который якобы был сатаной в последние минуты своей жизни. На этом заканчивается, хоть и короткая, но яркая история Ивицы Čuljaka, панка по национальности, друга по профессии.